Друзья, всем привет! Если вы любите хлеб и выпечку на закваске, то этот рецепт вам обязательно нужно сохранить. Я сейчас в процессе выведения итальянской закваски Левита Мадре 50% влажности. После каждого кормления у меня остаются остатки. По возможности я их, конечно же, стараюсь использовать. Эти маффины можно готовить не только на закваске Левита Мадре, но и на классической пшеничной закваске 100% влажности. Пропорции для двух вариантов есть в описании под этим видео. Перед приготовлением маффинов я достаю остатки закваски из холодильника и даю им постоять при комнатной температуре около 1 часа. Потом размешиваю с водой. Если вы будете использовать жидкую закваску 100% влажности, эту процедуру делать не нужно. Также подготавливаю изюм, заливаю горячей водой, чтобы он был таким пластичным и мягким, и через минуту погружаю его в холодную воду. Потом высушиваю с помощью сита, чтобы стекла лишняя жидкость. Сразу подготавливаю муку. Буду использовать муку двух видов. Использую 2 части пшеничной муки высшего сорта и 1 часть цельнозерновой пшеничной муки жирнового помола. Просеиваю вместе с 1 чайной ложкой соды. Тесто можно замешивать с помощью ручного миксера или даже с помощью венчика. У меня настроение использовать стационарный миксер. В чашу я уже добавила сметану 15%, можно использовать 10%. Также я добавила сахар коричневый, можно использовать белый. Добавляю немного соли и сразу же добавляю закваску. Потом все замешиваю до растворения сахара. Сметану в этом рецепте можно заменить на ваше усмотрение греческим йогуртом. В этом рецепте я использую магазинную сметану, но также пробовала готовить и на домашней жидкой сметане. Мне, конечно, больше нравится магазинная, так как у нее нет этого выраженного специфического запаха, как у домашней сметаны. Даже после приготовления это очень ощущается в аромате. После растворения сахара добавляю муку и снова замешиваю, но недолго. Необходимо, чтобы сухие ингредиенты объединились с жидкими. Теперь добавляю изюм и снова все перемешиваю. Не забудьте включить духовку, чтобы она успела у вас прогреться до 190-200 градусов. Сейчас подготавливаю форму для кексов. Буду использовать бумажные капсулы. Потом еще расскажу, что нужно сделать, чтобы готовый маффин хорошо отделялся от бумаги. Если вы обратите внимание, в рецепте нет сливочного масла и растительного тоже. Наполняю капсулы где-то на 2/3. У меня выходит по 1,5-2 столовые ложки. И, кстати, теста хватает ровно на 12 штук маффинов. Размер моей формы классическая такая форма из Икеи. Сверху посыпаю кунжутом и миндальными лепестками, но это все по желанию. Также можно посыпать семенами подсолнечника, дробленными орешками, все по вашему вкусу. И отправляю в духовку на приготовление где-то на 30 минут. Перестрахуйте себя, готовность всегда лучше проверить деревянной шпажкой. Маффины получаются очень красивыми и румяными. Я даю им немного остыть в форме, а потом перекладываю на решетку, чтобы не образовывался дополнительный конденсат. Я в восторге от того, какие эти маффины красивые, к тому же невероятно ароматные. Мякиш нежнейший и очень вкусный. А теперь расскажу то, что обещала. Как же избежать такого сценария, когда на бумажной капсуле остается почти весь маффин? Это тот случай, когда он плохо отходит от бумаги. Как же этого избежать? Во-первых, по желанию можно добавить в тесто 30-40 грамм растопленного сливочного масла. Я как-то добавляла масло в тесто, все замечательно отходит от бумажной формы. Но в этот раз я масло не добавляла. Просто сложила после остывания все маффины в пакет и оставила на некоторое время. Теперь смотрите, что получается. Бумага отлично отходит от маффина. Да, немного теста остается на бумаге, но это не критично, как было до этого. Если для вас этот способ открытия, с вас лайк этому видео. Надеюсь, этот рецепт был вам полезен. Сохраняйте его в закладке, чтобы не потерять. И подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока!